Всем привет! С вами Кухня со вкусом. Сегодня мы предлагаем вам рецепт невероятно вкусного ароматного супа с баклажанами, копчеными ребрышками, болгарским перцем и свежими помидорами. Получается он очень вкусным. Не верите? Попробуйте, и вы в этом легко убедитесь сами. Перечень ингредиентов вы видите на экране, также он есть и в описании под видео. Приступим! Копченые ребра разрезаем на порционные кусочки. Опускаем в кастрюлю с водой и доводим до кипения. 3-4 клубня картофеля очищаем, нарезаем средним кубиком и отправляем в кастрюлю к ребрышкам. Оставляем их вариться 8-10 минут на среднем огне. Баклажаны также нарезаем кубиком. На сковороду наливаем растительное масло. Выкладываем нарезанные баклажаны и обжариваем их на сильном огне до золотистого цвета, буквально 3-5 минут, периодически помешивая. Выкладываем обжаренные баклажаны в кастрюлю и убавляем огонь до минимума. А мы тем временем подготовим остальные ингредиенты. Одну среднюю луковицу очищаем и нарезаем мелким кубиком. Очищенную морковь натираем на крупной терке. Болгарский перец очищаем от семян, промываем и нарезаем брусочками. На сковороду наливаем растительное масло и выкладываем в нее лук и морковь. Обжариваем их буквально пару минут и добавляем к ним нарезанный болгарский перец. Периодически помешивая, обжариваем овощи еще 4-5 минут на среднем огне. У помидора удаляем жесткую сердцевину, нарезаем мелким кубиком и отправляем в сковороду к овощам. Сюда же добавляем 1 столовую ложку томатной пасты и немного черного молотого перца. Все хорошенько перемешиваем и тушим на медленном огне еще 5-8 минут. Выкладываем тушеные овощи в кастрюлю, перемешиваем и варим на среднем огне примерно 5 минут. Теперь можно посолить наш суп по вкусу и добавить специи. Мы добавим 5 горошин черного перца и 2 лавровых листа. Измельчаем ножом небольшой пучок петрушки. 2-3 зубчика чеснока нарезаем мелким кубиком. Отправляем все в кастрюлю. Еще раз все как следует перемешиваем и варим еще буквально 2-3 минуты. Наш ароматный наваристый суп с копчеными ребрышками готов. Снимаем кастрюлю с плиты, разливаем его по порционным тарелкам и подаем к столу. Вот такое невероятно вкусное блюдо к обеду из простых и доступных продуктов у нас получилось. Приятного аппетита! Ждем ваших комментариев. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых кулинарных рецептах. До новых встреч, друзья!